Hey, thank you. Somebody responded. Appreciate it. Хтось відповів мені тут. В общем, всім добрий день. Добрий день. Да, можна разом привітатися. Всі разом. 3-4. For the final session, I want to talk on the topic of the Lord's Day. В эту финальную, скажем так, сессию, то есть наше время вместе сегодня, я хотел бы поговорить о теме Дня Господнего. And I want to talk about how understanding the Lord's Day helps us to put the gospel central in worship. И я бы хотел говорить о том, как понимание идеи Дня Господнего помогает нам Евангелие поместить в центр. This was something that I was so inspired by when I came to learn more about it. Я был очень вдохновлен этой вещью, когда впервые начал ее изучать. So I'm excited to talk with you about it today. И я восхищен возможностью с вами поговорить сегодня о ней. And the question I will begin with is, Вопрос, с которого я начну. What does it mean for Christians to gather for worship on Sunday? Какова ценность, да, какое значение для христиан имеет воскресное поклонение? Is it merely custom, or is there something more to it? Это просто привычка или что-то есть более значительное? As Christians, we make use of time. Как христиане мы с вами используем время. As pastors and worship leaders, we not only make use of space in worship, Как пасторы и как лидеры прославления мы не только, знаете, пространство используем в своей деятельности. we also shape time from beginning to end. Мы также время используем, то есть расставляем какие-то вещи, да, события какие-то, планируем. When many of us think about the gospel in worship, we think about content. Когда мы говорим о Евангелии в поклонении, мы имеем в виду содержание. And it's good to pay attention to content and theme in our worship services. И это очень правильно, думать о содержании и теме в нашем служении поклонения. But I want to encourage you also to pay attention to the shaping of time in our worship services. Но я также хочу побудить вас к тому, чтобы использовать или формировать время, которое мы используем во время поклонения. Worship itself can demonstrate a certain understanding of time in Christian faith. Поклонение само по себе может демонстрировать наше отношение ко времени как таковому. Many religions, such as Buddhism or Hinduism, would emphasize escaping time. Такие религии, как буддизм, индуизм, подчеркивают или ставят акцент на том, чтобы как бы избежать времени, уйти от времени. The Christian faith emphasizes the goodness of time as part of God's good creation. Но христианская вера, христианство само по себе подчеркивает значение времени как Божьего творения, которое есть хорошо и которое мы можем использовать. Which is why it is good for us as leaders to pay attention to time in worship. Поэтому мы, как лидеры прославления и поклонения, должны думать о времени, как мы им пользуемся, как мы им распоряжаемся. By God's grace, we can experience the present time as connecting us with past and future. По Божьей благодати мы с вами можем думать о времени, в котором мы находимся, как о чем-то, что связывает нас как с прошлым, так и с будущим. In our daily lives, we all have certain rhythms and rituals as far as how we structure our lives. Мы все с вами структурируем жизнь каким-то образом, и у каждого из нас есть ритмы и какие-то привычки, которые помогают нам порядок навести в нашем дне, например. And I would imagine that most everyone here has rhythms in their own spiritual practice. И я думаю, что в нашей духовной практике, наверное, все из нас имеют какие-то ритмы точно так же. This would include daily prayer and Bible reading. Например, каждый день мы читаем Библию и молимся. So I want to emphasize the goodness of the weekly rhythm of worship on the Lord's Day. И я хочу подчеркнуть важность или значимость еженедельного ритма
и идеи Дня Господнего. When we understand how the Lord's Day works in Christian worship, then that can help us with a deeper spiritual rhythm in our own spiritual lives. Когда мы понимаем то, что есть День Господень, как мы можем им пользоваться, то это помогает нам углубить наши христианские убеждения, нашу веру. So, many of us, when we think of putting the gospel central, think about content. Итак, когда мы думаем с вами о том, чтобы Евангелие находилось в центре, мы думаем о содержании. Understanding Sunday worship as Lord's Day also helps us understand how time can help us make the gospel central in worship. Но когда мы думаем с вами о идее Дня Господнего, то эта идея сама по себе помогает нам структурировать наше время вокруг Евангелия. То есть не просто наше убеждение, но и время наше вокруг Евангелия. So I talked earlier about worship as communal. Сегодня немного я говорил о поклонении как общинном событии. And a weekly pattern of Sunday worship shapes us in a spiritual pattern in a communal way. И еженедельное воскресное собрание формирует из нас общину вот в таком общинном смысле, формирует из нас тело в общинном смысле. As Christians in the present time, we are inheritors of a tradition of a rhythm of shaping time. Как христиане сегодня, современности, мы с вами наследники традиции христиан прошлого, того, как организовывать свое время. It is not necessarily a given that a week should be 7 days. Но это не обязательно, знаете, как бы данность какая-то, что в неделе 7 дней. Many ancient cultures, such as the Romans, would have structured a week on 10 days, or other ancient cultures would have structured time according to months. Люди в разных культурах по-разному время делили. Римляне, например, на 10 дней делили. То есть в других культурах люди делили время, скажем так, помесячно. То есть у них не было понятия недели. The weekly 7-day rhythm is handed down from us, from our Jewish forebears, and Нам же неделя досталась от наших, скажем так, предков культурных, да, от иудеев. And also then given to us by early Christians who began worshiping on Sundays. И также от ранних христиан, первых христиан, которые начали поклоняться Богу в воскресный день, первый день недели. The Lord's Day in early Christian practice is not originally thought of as a replacement for the Sabbath. В ранней христианской традиции День Господень не был днем замены, это не было замещение практики субботы, субботнего дня. Even just the word for the first day of the week helps us or hinders us depending on what language we're speaking. И даже само слово, которое мы используем для обозначения первого дня недели, so here is the seventh day of the week. Seventh day of the week. Sunday is the seventh day of the week here? Yes? No? То есть воскресенье это 7-й день недели, правда? В Украине 7-й день недели, воскресенье. Yes? In the common understanding, Sunday would be seventh day? В Украине 7-й день недели это какой? Воскресенье. Воскресенье, Sunday. So would Monday then be the start of the week? Понедельник это первый день недели. And Saturday would be the sixth day. А суббота 6-й. Yes. Okay, this is an interesting challenge that I didn't anticipate. Вот этого я не ожидал. I'll have to think about how that affects what I'm about to say. И надо подумать, как это повлияет на то, что я собираюсь говорить. But one of the things that I thought I understood about the word for Sunday Но то, что мне казалось, я понимаю, что слово для воскресенья is that the Russian word for Sunday helps to emphasize the emphasis on the Lord's Day. That's true. Yes. Но само слово, да, воскресенье, которое мы используем в русском языке, помогает нам понять значение вот этого 7-го дня, в который мы собираемся. In English, our word for the sixth or seventh, or the first or seventh day of the week is Sunday,
And most of our days of the week are based on pagan gods in English language. В английском языке слово для воскресенья, да, воскресенье Sunday, мы все знаем об этом, и это слово происходит из языческой мифологии, то есть оно посвящено как бы солнцу, то есть точно так же, как и остальные дни недели, происходят из языческой мифологии. In Latin-based languages, such as Spanish, the word is domingo, which also comes from the word for Lord, so it would mean Lord's Day. В романских языках, да, для обозначения воскресенья, например, в испанском, используют слово «доминго», что это слово непосредственно значит «Господь». But Russian has the best word for Sunday. Но в русском языке лучшее слово. Because it means Resurrection Day, am I right? Потому что значит просто воскресенье, день воскресенья. Да, не так ли? So the very day itself helps to remember why we gather for worship. Поэтому само название дня помогает нам помнить, почему мы собрались для поклонения. The Lord's Day is not originally thought of as a replacement for Sabbath. И поэтому напоминаю, что этот день не был для христиан заменой субботы. Instead, it's thought of as a weekly celebration of the resurrection. Нет, они считали, что это день еженедельное празднование воскресения Господня. And so in Russian, you can wake up every week on that day and remember that that is the good news that sets you free. И если вы говорите по-русски, это значит, что в тот день вы просыпаетесь и можете праздновать, что это тот же день, который вы были освобождены от грехов. But I imagine that, as is the case in the United States, the word itself doesn't necessarily mean that everybody has that understanding. Но и понятное дело, точно так же, как и в Штатах это происходит, если у нас день назван воскресеньем, это еще не значит, что все понимают, что это значит. So we have to work to remind ourselves of the full meaning of the time that we live in. Поэтому мы должны жить с осознанием, пытаясь понять, помнить ту реальность, в которой мы находимся. So every week when we gather for worship, we remember that we inherit a tradition that's been passed on from the past. И каждое воскресенье мы должны помнить, что мы есть частью традиции, которую нам передали наши предки. And we also look forward to the great day that's been promised to us when Jesus will complete the new creation. И мы также являемся на полпути к тому дню, когда Иисус установит новое творение. And so we gather today on this day, on Sunday worship, to root ourselves in the present time with both past and future. Поэтому, когда мы собираемся в воскресенье, мы должны думать о том, что мы находимся вот в современности, но мы находимся в связи непосредственно с тем, что произошло когда-то в этот день, первый день недели, да, воскресный день, и то, что произойдет когда-то в будущем. I want to look for a moment at some scripture passages that speak about the Lord's Day. Я бы хотел сейчас посмотреть на несколько отрывков из Писания, которые говорят о первом дне недели, да, о дне Господнем. First passage would be John chapter 20, verses 19 and 20, and also verse 26. Первый отрывок – это Иоанна, 20 глава, 19 и 20 стихи, и также стих 26. Should I read it too, or do you want to just read it? Еще раз, Иоанна, 20 глава, 19 и 20 стихи, и также стих 26. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Now, I have a question for you. У меня есть вопрос для вас. Verse 19, did that say first day of the week or last day of the week? В 19 стихе как сказано, первый день недели или последний день недели? I just wanted to see what
philosophy of translation they were using. Я просто хотел убедиться, ну, или проверить философию их перевода. So in Jewish tradition, first day of the week is Sunday. Потому что в еврейской традиции первый день недели это, ну, наше воскресенье, да, тот день, который следует за субботой. It follows after the last day of the week, which is Sabbath. Потому что, да, как я сказал, это первый день после последнего дня, который есть суббота. Суббота, последний день недели, седьмой и первый, соответственно, воскресенье. The next verse I want to look at is Acts chapter 20, verse 7. Теперь давайте посмотрим на Деяния апостолов. Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. What happens after this is Eutychus falls asleep and falls out of the window. После этого Евтих, кажется, да, Евтих, молодой человек, заснул и выпал из окна. So even from the early days, preachers were putting people to sleep. Даже среди первых христиан находились проповедники, которые усыпляли людей. But that's not why I picked that verse. Но это не поэтому я выбрал этот стих. Let's read Revelation chapter 1, verses 9 and 10. Давайте прочитаем Откровение, 1 глава, 9 и 10 стихи. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». So, what did you notice about that's going on in all three of those verses? Что происходит в каждом из этих трех стихов? Any observations? Какие-то наблюдения? Yeah, first day. Yes, the first day. Yes. Первый день. And what is happening on the first day? И что происходит в первый день? Gathering. Gathering, yes. Да, They're собрание. together, yes. So Jesus shows. Jesus shows up, yes. Да, Иисус является. Yes. So they gathering together. Jesus is showing up to them, resurrected Lord, and giving them peace. Они собираются вместе, Иисус им является, говорит: «Мир вам». They're coming together to break bread and share the word. Они собираются вместе для того, чтобы разделить хлеб и учиться, исследуя Писание. And even in the revelation of John, he sees a vision on the Lord's day. И даже в Откровении Иоанна видение является в день воскресный, первый день недели. So we can already see the importance of this day in the early worship experience of early Christians. И мы видим, насколько важным был этот день в практике первых христиан. And particularly the connection between the day of the resurrection and also the day where people are worshiping and meeting with the risen Lord. Этот день важен, потому что это день непосредственного воскресения Христа, и это день, когда люди встречаются с воскресшим Иисусом. I want to talk now for a moment about a little bit of history of the Lord's Day. И сейчас я хотел бы немножко сказать о истории, практике или праздновании Дня Господнего. My main source for the history of the Lord's Day is a book called A Brief History of Sunday. И главным источником, которым я пользуюсь, это книга, которая называется «Краткая история воскресного дня». Written by an American Latino scholar named Justo Gonzalez. Написанная Хусто Гонсалесом, это американский историк испаноязычного происхождения, южноамериканского, прошу прощения. He talks about Christian worship originally happening on Saturday night, which was the beginning of Sunday in early Jewish tradition. Он говорит о том, что христианское поклонение начиналось с вечера субботы, которая была фактически началом нового дня. The earliest tradition was to come together to break bread and share the word. Наиболее ранняя традиция
состояла в том, чтобы собраться вместе, преломить хлеб и поделиться словом. As more and more Gentiles began to join the church, the rhythm gradually shifted to Sunday morning. И по мере того, как все больше и больше язычников присоединялось к церкви, традиция переместилась к встречам в воскресенье утром. There were a couple of reasons for this. Было несколько причин для этого. The Romans had a different way of marking time. Римляне по-другому к времени относились или по-другому разделяли время. For most Gentile believers, their day began at the start of the day at sunrise. Большинство язычников верили, что день начинается, когда восходит солнце, Rather than sunset. а не тогда, когда оно заходит, да, как евреи считали. And also many of the early Gentile believers had chores on Saturday night that were chores, like jobs or servant chores. Более того, язычники в день субботний, скажем так, не соблюдали, поэтому у них были какие-то задания еще, они были заняты. But of course, early believers also saw the connection between Sunday morning and the empty tomb. Но и, конечно, христиане видели взаимосвязь между днем воскресным и пустым гробом. So originally, Lord's Day worship was full of celebration because it was based on celebration of resurrection. И, конечно, этот день, первый день недели, был исполнен радости и празднования, потому что он был связан с воскресением Иисуса. But Justo Gonzalez said that over the years, the sense of celebration went away. Но Хусто Гонсалес говорит, что со временем, с ходом истории, чувство радости и празднования ушло. And the emphasis on Jesus' resurrection eventually was diminished. И понимание значения воскресения Христа также сошло на нет. And worship understanding went from feast to funeral. И понимание поклонения перешло от праздника к похоронам. People were more somber in worship than the early days of the Lord's Day worship. Люди были гораздо более спокойными, может, унылыми даже сказать, чем в первые дни празднования Дня Господнего. So how can understanding the meaning of the Lord's Day help us to live in the resurrection? Как же понимание сущности Дня Господнего помогает нам жить в реальности воскресения? As I said before, the word for Sunday already in Russian really helps us, gives us an advantage in this way. И, как я уже сказал, как отметил, само название этого дня дает нам некоторое преимущество для понимания его сущности. Because the first meaning of the Lord's Day is a mini Easter each Sunday. Потому что первое значение идеи Дня Господнего — это каждое воскресенье или каждый первый день недели — это воспоминание о Пасхе. But because Jesus was crucified at Passover time, it's not just the resurrection itself, it's also connected to Passover. Но так как Иисус был распят во время празднования иудеями Пасхи, то это связано не только с воскресением как таковым, но связано и с Пасхой. Jesus is our Passover. Потому что Иисус — это наша Пасха. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Иисус есть Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Because of this connection to Passover, и из-за этой связи с Пасхой, the yearly season of Easter was the first season to develop in the early church. The season of Easter is a liturgical. То есть цикл поклонения в первой церкви начинался вот с пасхальных дней. So, first meaning then of Lord's Day is resurrection. Итак, первое значение Дня Господнего — это напоминание нам о воскресении Христа. And there's a connection with Passover and Easter, with Jesus being our Passover lamb. Также это напоминает нам о том, что Иисус есть Пасха наша, Он Агнец, который взял на себя грехи мира.
Second meaning of the Lord's Day would be that of the first day of the week, as we saw in the scriptures. Также воскресный день – это первый день, как об этом говорит Писание. This connects us to the creation day. И первый день нас связывает с первым днем творения. The Lord's Day is a day to rejoice in the bounty of God's creation. Первый день или День Господень – это день, когда мы можем радоваться красоте творения. And the Lord's Day is a day to celebrate new creation. И также День Господень – это день, когда мы празднуем ожидание нового творения. 2 Corinthians 5:17 1 Коринфянам 5:17 says, anyone who is in Christ is a new creation. прошу прощения, 2 Коринфянам говорит о том, что всякий, кто во Христе, новое творение. The old has gone, behold, everything has become new. Прежде прошло, теперь все новое. So that's the second meaning of Lord's Day, is a creation day and new creation. И это второе значение Дня Господнего. Это день воспоминания о творении, красоте творения и день ожидания нового творения. The third meaning would be the eighth day. Третье значение Дня Господнего – это будет 8-й день. Please don't tell me you have an eighth day in your normal week. Пожалуйста, не говорите мне, что у вас есть 8-й день у вас в неделе. 7, right? Okay. 7 дней. Okay. So this will still mean something. Так что это будет смысленно для вас. So after the seventh day comes the eighth day, which would be the start of a new age. После 7-го дня наступает 8-й, который символизирует собой начало нового века. The start of an eternal age. Века, начало вечности, по большому счету. The Lord's Day, therefore, is a day of hope. Так что День Господень – это день надежды. The Lord's Day points to the final day of eternal joy and rest. День Господень указывает на последний день, который будет днем радости и отдыха. It's not easy to think about the way that eternity interacts with worldly time. Очень непросто думать о том, что вечность каким-то образом соотносится с временем, в котором мы живем. But I will share with you one way that I enjoy thinking about it. Но я с вами поделюсь вот одним способом, который мне нравится для того, чтобы думать об этом. In Christ, the future is already promised to us. Во Христе нам уже обещано будущее. Therefore, I like to picture eternity reaching down and pulling us forward. И я себе представляю, как вечность, как будто протягивает руку к нам и нас забирает к себе. It's the eternal age of God's new creation breaking in upon our present time. Вечность как будто прорывается в нашу современность и таким образом достигает нас. Jesus is Lord now. Потому что Иисус уже Господь. And Jesus will reign forever. И Иисус будет править вечно. This is the understanding of time and eternity that we take rest in. Это вот понимание времени и вечности, в котором мы успокаиваем себя, в котором успокаиваем наши души. So not only is this gospel-centered worship to understand the Lord's Day, И поэтому сущность не только в центральности Евангелия для понимания Дня Господнего. it is also, in that sense, Christ-centered worship. Это также поклонение, в этот день происходит поклонение христоцентричного характера. Worship on the Lord's Day points to the declaration of Jesus' Lordship. День Господень провозглашает Христа Господом. His Lord is the basic confession of every Christian. Христос есть Господь, это по большому, или Иисус есть Господь, по большому счету, исповедание каждого христианина. Worship on Resurrection Day orients us within that understanding. И поклонение в день воскресный нас направляет к этому пониманию. If Jesus is not risen from the dead, we have no hope. Если Иисус не воскрес из мертвых, у нас нет надежды. But because Jesus is risen from the dead, when we gather on Sunday, we proclaim that story just by gathering. Но так как Он воскрес из мертвых, собираясь в воскресенье вместе, мы эту историю провозглашаем просто тем, что мы собрались. Jesus is not just the content or the message of our service. Иисус не просто
знаете, содержание нашего послания. Jesus is also, through the Holy Spirit, the substance of our service. Но Иисус через Духа Святого, по большому счету, есть, если можно так сказать, материал нашего собрания. То есть Он, кто пропитывает все наше служение. The Spirit draws our worship out of us. И Иисус или Дух Святой побуждает нас к поклонению. Jesus, standing by the right hand of God, perfects our worship. Иисус, стоя по правую руку Отца, усовершенствует наше поклонение. And Jesus promised to meet us in our worship. И Он обещает встретить нас во время того, когда мы поклоняемся Ему. We rest on that promise. И мы на это уповаем и этого надеемся. We can proclaim the message of the gospel in worship. Мы можем провозглашать суть или послание Евангелия в нашем поклонении. Because of the reality of the gospel which is all around us. Из-за той реальности Евангелия, которая вокруг нас находится. The hope of Jesus' resurrection is the gospel on which we stand. Надежда воскресения Иисуса это и есть та надежда, на которой мы стоим. And so we orient ourselves within that understanding of time and eternity. И в этом понимании мы ориентируем свое время, мы организовываем свое время. Some Sundays we may feel like we are oppressed and in mourning. Иногда в воскресный день мы чувствуем себя угнетенными. Some Sundays we may feel more joyful and like good things are happening to us. В другие дни мы более радостны. In all of those times we still have hope. Но в каждый из этих моментов у нас есть надежда. Jesus' resurrection does not depend on our feelings. Потому что воскресение Иисуса не зависит от наших чувств. When we gather in the morning of Jesus' resurrection, we did not make the sun rise that day. Когда мы собрались в воскресный день утром, не мы же с вами спровоцировали то, что солнце встало. And so we receive that promise as a gift of God's grace. И мы просто приняли это как дар Божьей благодати. There are many ways, therefore, that worship on the Lord's Day is countercultural. И таким образом, или, скажем так, несколько способов, несколькими путями поклонение в День Господень является контркультурным. We all have worldly or secular calendars and seasons. У нас всех с вами есть календари, которые навязывает нам мир. What would it be here? Football season? Например, что может быть здесь в Украине? Это сезон футбола, например, да, футбольный сезон. Is shopping season before Christmas? That's big in America. Или там, скажем так, время, да, срок покупок, время покупок перед Рождеством. Это вот, например, в Америке очень популярно. Or it could be as simple as the work week. Или просто рабочая неделя. But when we gather together on the Lord's Day, но когда мы собираемся вместе в День Господень, we declare God's eternity breaking into all of those secular worldly calendars and seasons. Мы провозглашаем то, что Божья вечность Божья пробивается через в наше время сквозь все эти календари. This is part of what makes it countercultural. Это то, что делает эту идею контркультурной. There's also an element of transcultural. What did I put here? Превосходство. Well, transcendence. Yeah. Transcending culture. И еще есть также элемент, который превосходит культуру, который есть общим для различных культур. And cross-cultural. Который превосходит культуру и является различным, для объединяющим для разных культур. Don't worry, we're talking more about this tomorrow. Да, завтра обязательно об этом больше поговорим. Cross-cultural, transcultural, we're talking more about this tomorrow. Да, больше поговорим об этих вещах. But all I mean by that today is that worship on the Lord's Day
connects us to the cloud of witnesses throughout history. Но то, что я хочу сказать сегодня, это то, что празднование Дня Господнего объединяет нас с тем облаком свидетелей, к которому мы также принадлежим. And it also reminds us of our essential unity with believers around the world in the present day. Она напоминает нам о том, что у нас есть единство со всеми теми христианами, которые живут сегодня. It becomes a way that the Spirit wakes us up. Дух Святой как будто пробуждает нас. The Spirit wakes us up to the power of being gathered across cultures. Дух Святой пробуждает нас к этой силе быть в единении с людьми из разных культур. The Spirit wakes us up to the present time in which we live. Дух пробуждает нас к современности. And the Spirit brings hope into the present time. И Дух приносит надежду в современность. On a basic level, what this means is that we gather with confidence in the risen Lord. Что это значит, по большому счету, то, что мы собираемся с уверенностью в воскресшем Господе. And we proclaim a message with life and power in it. И мы провозглашаем послание жизни и силы. In order to proclaim a message with life and power in it, и для того, чтобы провозгласить это силой и с жизнью, we have to first believe in this understanding of time and Jesus' lordship. Мы должны верить в это понимание времени и в господство Иисуса. Romans 8:9-11 helps us understand this. Немного лучше нам помогает понять это Римлянам 8 глава, с 9 по 11 стихи. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. That is what the power is that is at work within us when we gather to worship. Вот она сила того, что действует, кто действует в нас, когда мы собираемся вместе для собрания. So I have one question for you to think about as you go from this session. И у меня есть один вопрос, чтобы для размышлений для вас. And it is very simple. Это очень простой вопрос. It is what meaning of the Lord's Day resonates with you most strongly. Какое из значений Дня Господнего наиболее затрагивает вас лично? Is it the Resurrection Day? Вот значение его как Дня Воскресения? Is it the first day of creation and new creation? Или может быть это значение первого дня творения и первого дня нового творения? Or is it the 8th day, pointing to the final day of rest and joy? Или это значение 8-го дня, которое указывает на окончательный день отдыха и радости? The good news is we don't ultimately have to choose. Но хорошие новости состоят в том, что нам не нужно избирать из этого. We get to experience the power of all three of those. Мы каждым силой каждого из этих значений можем переживать. So the challenge for us as musicians and leaders Вызов для нас, как для музыкантов и лидеров, is to see how this understanding connects to the message of the gospel. увидеть, как это значение связано с сутью послания Евангелия. And to allow this understanding of time shape our understanding as leaders of how we use time. И помочь этому пониманию времени сформировать наше понимание того, как мы пользуемся этим временем, как мы используем время в своей жизни. I think we have time. Do we have time for some question and answers? And I will allow you to ask. We can ask questions of both me and Greg. И у нас есть немножко времени для вопросов-ответов. Можно задавать вопросы и по этому материалу, то есть ко мне, и к Грегу тоже
можно ставить вопрос. So from this session and from Greg's sessions. Yes. Этого материала и с предыдущего. Да, многие богословы и историки заявляют, что именно создание церковного календаря уничтожило правильное понимание Дня Господнего. Да, более того, сегодня, скажем, такие праздники, как Рождество и Пасха, они стали культурными, а не церковными. Кроме того, разница в церковных календарях создает диссонанс между церковью и День Господень перестает быть кросс-культурным. Creates some like dissonance, and that's why the day of the Lord stops to be like cross-culture. Считаете ли вы, что церкви было бы правильно отказаться от церковных праздников религиозных и от церковного календаря в пользу превознесения Дня Господня? What do you think should church deny or refuse all the church holidays in order to protect the meaning of the day of the Lord? Let me ask a question to clarify your question. Позвольте мне задать вопрос, который поможет мне лучше понимать. Are you saying that the Day of the Lord meaning is it goes down in meaning because of the other church calendar seasons? Говорите ли вы о том, что значение Дня Господнего убывает из-за того, что существуют другие календарные события какие-то? Именно церковные. So, like church events in particular. Yes. Okay. Church events or like holidays? Ну, имеется в виду праздники. Да, да. Holidays, yes. I think that a good way to understand the church calendar the way that I understand first off, let me back up and say this is a very complicated question. Во-первых, это очень сложный вопрос, я хочу. Because you think about even for a northern hemisphere Christian experiencing Christmas and Easter at certain times of the year. Например, в северном полушарии христиане празднуют Пасху и Рождество в определенный момент, в определенное время года. It's different if you're in the southern hemisphere and with different seasons attached to those church holidays. Но в южном полушарии, да, время года, то есть другое во время этих праздников. And I think the church worldwide has a lot to learn as we continue to have conversations across these issues. И церкви по всему миру, конечно, приходится многому учиться во время того, как мы пытаемся разобраться с этими вопросами. But on a basic level, I recognize some value in the yearly church calendar, just as I recognize the value in the weekly Lord's Day. Но по большому счету я могу сказать, что существует ценность в годичном церковном календаре, точно так же, как я признаю ценность еженедельного празднования Дня Господнего. And the way that I understand it is the weekly Lord's Day tells the story every week of Jesus' resurrection power. Потому что, как я понимаю, Every week, the Lord's Day. каждую неделю День Господний говорит нам или напоминает нам о силе воскресения Иисуса. And the broad features of the yearly calendar А более широкое значение церковного, скажем так, годичного календаря also tell the story of Jesus' life также напоминает нам историю жизни Иисуса and apply it to the life of discipleship. и применяет ее к жизни учеников. But this is a complicated question because I, as a Protestant Presbyterian, do not celebrate saints' days and things like that. Это сложный вопрос, потому что, конечно, как христианин, пресвитерианин, я не праздную праздники в честь святых. So every community has to make decisions on what level of observation of the seasons they will observe. И, конечно, каждая община должна для себя решить, насколько сильно она будет вовлечена в соблюдение всех праздниц.
for precisely that reason. They don't want the emphasis on Jesus' life and Jesus' resurrection to be diminished in any way. Чтобы значение смерти, воскресения и жизни Христа было хоть как-либо унижено. Thank you.